Чтобы начать вязать ажурное изделие, нужно сделать машинную пробу. Значит, берем и делаем на 60 иглах. Берем вот такую вот линейку, гребенку. Она для 60 игл. И выдвигаем от 0. Выдвинули 30 в одну сторону и 30 в другую. А почему через одну? Потому что сейчас я буду набирать набросовую нить. Навесили гребенку, закрепили нить за гребенку, чтобы она никуда не сползла. Когда мы будем вязать ажурное полотно, надо, чтобы по поверхности нижней игольницы проходило вот это вот полотно. Значит, не туда утопаем все полотно, а оно должно быть вот здесь. И здесь легче регулировать эту вот всю оттяжку, вот этот баланс держать. Значит, сейчас мы набросовую нить будем накладывать основную нить. Но чтобы это сделать, нужно провязать несколько рядов брусовой нитью. Вот через одну сделали. Теперь провяжем несколько рядов основной. Видите, что делается? Туда опускается эта гребенка. Тоже вот не этот вот момент нужно учитывать. Вот если вот это произошло, у нас уже ничего не получится. У нас вот здесь вот не получится нормального переплетения. Здесь будет все время скидываться петли. Лучше это переделать. Я переделала. И вот внимательно смотрите, когда начинается полотно, вот как я вам сказала, первый ряд прошли, сразу вот эту гребенку вперед выдвинули и сделали баланс. В ажуре важен баланс, чтобы вот здесь все балансировало, никакого скоса не было. Вот, значит, убираем брусовую нить, берем основную, ставим счетчик на 0. И прежде чем вязать ажур, пару рядов нужно провязать кулирной гладью. Значит, пока мы пару рядов вяжем кулирной гладью, и у нас переключатель стоит на 0, то есть на шестерке. Вот сейчас, когда будет вступать в работу каретка ажурная и каретка основная, они в соединении будут работать в паре. Чтобы с программным ремнем соединение у них прошло, переключатель ставим на КС. И вот посмотрите, когда будете вязать, обращайте внимание на вот эти вот эту вот стрелочки. Когда идет, покажи вам вот так, когда идет вот эта вот черная стрелка, такая полузагибающая, это значит, вот здесь в работу должна вступать основная каретка.
А вот здесь красные стрелочки, это показывает направление. Вот направление туда, направление обратно. Например. То есть направление ажурной каретки – это направление основной каретки. Ажурная каретка, она делает только, перекидывает петли. А основная каретка уже провязывает полотно. И она должна двигаться справа налево и слева направо. То есть она делает 2 ряда. Потом вступает в работу ажурная каретка. У всех перфокарт разные вот эти вот движения, количество движений каретки, когда формируется рисунок. Вот этот рисунок простой, перфокарта номер 17. Это для бразера я говорю. У некоторых бывает большее количество, у некоторых меньшее количество вот этих движений ажурной каретки. Но основная каретка делает движение справа налево и возвращается слева направо. Прежде чем начать движение, еще раз давайте посмотрим, что вот набор кулиркой, вот это тоже нужно в машинную пробу включить, вот эти ряды. Далее, каретка справа, плотность выдвинута нужная. Значит, пока карта заблокирована. И поехали. Кареткой проводим. Видите? Она вот звук слышен, что вступление в связке с программным ремнем ажурной каретки. Начала движение. Она выдвинула иглы, нужные ей, а теперь мы карту разблокируем. И теперь нужно ей вернуться обратно. Если вы приглядитесь или приглянетесь, сейчас наведу курсор, когда мы работаем, плохо видно, вот четкость поймала, когда мы работаем, внимательно смотрим, вот здесь вот послабление петель, легко-легко могут петли слететь. Вот так вот оттяжку делаем. Вот оттяжку делаем, прям вот чтобы плотно петли сидели. И прежде чем начинать идти основной кареткой, мы всегда проверяем ряд. Ничего ли у нас не слетело, все ли у нас на месте и оттяжка ли хорошая. Вот это вот самое важное. Значит, когда мы прошли, даже если вы думаете, так, ажурный идти или основной, подсказка всегда на поверхности. Вот сейчас вступает вот эта скобочка черная в работу. 2 ряда сделает основная каретка.